Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. А кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я к вам вот с такими носочками. Вернее, у меня пока один носок. Второй носок я буду вязать вместе с вами. У меня как-то в комментарии было пожелание показать, как вяжутся носки с рюшами. Вот я связала вот такие вот носочки. Носки у меня связаны на размер 36-37. Если сделать вот здесь покороче, можно и на размер 35. Потому как в основном я вяжу на большие размеры, но в этот раз я вам покажу на маленький размер. Так, вязала я из пряжи Astra Socks. Использовала в своем вязании я два цвета. Однако же вы можете связать рюшу одного цвета, а сам носочек другого цвета, либо все одним цветом. Мне показалось, что так будет более интересно смотреться, поэтому я взяла два цвета. Итак, Astra Socks, сиреневый цвет, основная часть, и рюша, верхняя часть. Да, затем пяточка и мысочек я связала вот таким нежно-розовым цветом. Astra Socks я вам уже показывала эту пряжу в одном из своих видео. Здесь у нас моточки по 50 грамм 200 метров. Вот, пряжа очень мягкая и очень-очень нежная. Носочки я решила связать с ажурным узором. Вот такой, посмотрите, на интересный, красивый узор. Я вам его сейчас покажу. Схему узора. Вот такой вот. Такие ажурные, домашние, скажем, да, такие красивые домашние носочки. Так, вязала я спицами 2,5 основное полотно. И саму рюшу я вязала, вот верхнюю часть рюши я вязала спицами 2,25. Также, конечно же, нам понадобится счетчик рядов, маркер для обозначения начала ряда, конечно же, ножницы и игла. Игла нам нужна для того, чтобы шить петли мыска трикотажным швом. Сейчас я вам покажу узор и будем приступать к вязанию. Итак, девочки, вот схема узора. Если я найду ее в интернете, я вам обязательно оставлю ссылочку. Раппорт узора вот основного элемента у нас 15 петель, и я беру еще одну изнаночную петлю, то есть получается 16 петель. Как раз у меня по моему количеству петель будет 4 раппорта узора, то есть я набираю 64 петли. 2 раппорта у нас будет как по переду, по передней части, и 2 раппорта по задней части. Итак, вот по передней части у меня идет 2 раппорта, которые у меня переходят на стопу по внешней части стопы. Вот они, так я и буду их продолжать. И сзади на паголенке тоже у меня также 2 раппорта узора. То есть на размер 36-37 я набираю 64 петли для вязания носочков. Кто вяжет на размер, допустим, 38, конечно же, здесь я думаю, что вам нужно будет увеличить количество петель изнаночных между раппортами, либо взять спицы большего размера. Ну, такой красивый узорчик, мне кажется, очень красиво будут смотреться на ножке эти носочки. Итак, девочки, все, приступаем к вязанию. На спице номер 2,25 обычным способом я набираю 129 петель. 128 петель основных и 1 петля для замыкания в круг. Почему 128? Вот для этой рюши мы увеличиваем количество петель в 2 раза, чтобы у нас действительно получилась красивая вот такая рюшечка. То есть у меня основных 64 петли, при увеличении в 2 раза это будет 128 петель. Итак, 128 плюс 1 для замыкания в круг, то есть 129 петель обычным способом набираю на спице номер 2,25. Набрали
свое количество петель. И теперь делим пополам данное количество петель. У меня 128 петель. Я делю пополам, это 64 петли. Итак, отсчитываю от конца 64 петли и перегибаю леску. Итак, отсчитала и перегнула леску. И теперь протягиваем петли на спицы. Так, распределяем аккуратненько на спицы. Так, разворачиваю, чтобы петли у меня не перекрутились. Так, одна есть. Теперь на вторую. Петель, конечно, много, но мы их сейчас будем убавлять, и все будет у нас с вами очень красиво. Так, теперь смотрите, каким образом я располагаю спицы. Вот у нас конец наборного края. Это у меня будет вторая спица, то есть вторая от меня, вот здесь вот с кончиками. И первая спица у нас, как это начало наборного края. Распределяем петли на спицы таким образом, чтобы на первой спице они смотрели на нас как по лицевой стороне, а на второй спице как по изнаночной. Так, вот так аккуратненько переворачиваем. Все, вот видите, ровненько как по изнаночной. Нам главное, чтобы вот здесь у нас не перекрутилась петля. Все. Теперь замыкаем вязание в круг. Каким образом? Кончик, смотрите, кончик от наборного края мы оставляем справа, основную нить заводим влево. Все, и будем соединять вязание в круг. Берем вот последнюю петлю с наборного края, которая у нас была дополнительная, и переснимаем ее аккуратненько на первую спицу. Все. Вторую спицу вытягиваем, кончик поддерживаем. Вот у нас, видите, вот это дополнительная петля. И вот здесь вот первая петля. Вводим иглу, хотела сказать, вводим спицу под стеночку первой петли и подхватываем стеночку второй петли. Вот так аккуратненько. И обе эти петли мы снимаем. Все. Образовавшуюся петлю возвращаем на место. Все. Подтянули, хвостики подтянули. Соединили вязание в круг. Итого у меня осталось 128 петель, как мне и надо было. Теперь вяжем следующим образом, девочки. Провязываем 6 лицевых. Так, аккуратненько поддерживаем. Первые, вторые ряды, конечно же, будет немножко неудобно вязать. Итак, лицевая. Я вяжу 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночных. 1, 2. То есть у меня в данном случае раппорт составляет 8 петель. И исходя из этого, опять же, мы должны изначально, кстати, да, я вам об этом не сказала, изначально набрать количество петель кратно 8. То есть 128 это кратно 8. Все. Если нет, то тогда уже смотрите сами. Либо будет это у вас 1 изнаночная, либо здесь будет у вас не 6, а 4 петли. Обязательно, чтобы было четное количество петель. Все. И так продолжаем до конца ряда, девочки. 6 лицевых и 2 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночных. Далее я вяжу 6 таких рядов. 6 лицевых, 2 изнаночных. Но смотрите, девочки, у меня вот получилось, видите, какая высокая рюшечка.
Вы можете провязать не 6 рядов, можно провязать просто 4 ряда, если вы не хотите, чтобы у вас рюшка была вот такая вот очень высокая. Все. Дальше продолжаем, провязываем необходимое количество рядов и дальше встречаемся. Отвязала 6 рядов вот такой резиночкой 6 на 2. Все, теперь я буду переходить к следующему этапу. Итак, в начале ряда я сейчас повешу маркер, да, для обозначения начала ряда, чтобы я ориентировалась уже на этот маркер. Так, замочек. Все, здесь у меня будет начало ряда. И приступаю к следующему ряду. Итак, это у меня будет уже 7-й ряд. Так, девочки, 7-й ряд. Лицевая дорожка. Первые 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном влево. Я провязываю протяжкой. Кому неудобно, вы можете просто развернуть петли левой стеночкой к себе и за правую их провязать. Итак, убавку сделала, 2 лицевых, и последние 2 петли в лицевой дорожке я провязываю вместе с наклоном вправо. Все, у меня 4, было 6 петель, стало 4 петли. Далее 2 изнаночных. Все. И также дальше продолжаем в каждой дорожке. Первые 2 провязываем вместе с наклоном влево, 2 лицевых, и последние 2 провязываем вместе с наклоном вправо, 2 изнаночных. Все. Следующий ряд у нас будет четный. Мы провязываем так, как лежат у нас петли. То есть лицевые провязываем лицевыми, изнаночные провязываем изнаночными. И у нас с вами будет 4 лицевых, 2 изнаночных. Провязали 7-й, 8-й ряд. Переходим к 9 ряду. В 9 ряду также мы делаем убавку. Первые 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. И вторые 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Вот так. Все. Провязали. И 2 изнаночных. Раз, два. Итак, то есть вместо 4 у нас с вами уже будет 2 петли. То есть 2 петли с наклоном влево и 2 петли сразу же с наклоном вправо. 2 изнаночных. И так продолжаем до конца ряда. Это у нас с вами 9 ряд. И вот так это у нас с вами и выглядит. Следующий 10 ряд провязываем так, как лежат у нас петли. 2 лицевых и 2 изнаночных. И далее, девочки, после того, как вы провяжете 10 ряд, можно провязать еще один дополнительный ряд. Но я провяжу еще дополнительно 2 ряда резиночкой 2 на 2. Да, если кто не хочет, чтобы у него сильно высокая была рюшечка, то тогда, конечно же, провязать еще один ряд, или даже можно на 10 ряду уже остановиться. Ну вот, закончила я 12 рядом, и вот такая вот рюшечка у нас с вами получается. Вот. Путем убавления петель в 7 и в 9 ряду мы пришли к необходимому нам количеству петель. То есть у меня было 128, а теперь у меня на спицах 64 петли. Все, теперь, девочки, обрезаем нить, оставляем кончик, чтобы нам потом его спрятать где-то сантиметров 10-15, и переходим к вывязыванию валика. Беру спицы номер 2,5, то есть те спицы, которым я вяжу основное полотно, и набираю обычным способом 64 петли плюс 1 петля для замыкания в круг, то есть 65 петель. Затем, девочки, замыкаем вязание в круг и дальше будем провязывать, вывязывать с вами валик. Набрала петли, замкнула вязание в круг, у меня 64 петли. Теперь я провязываю 8 рядов
просто лицевой гладью. То есть все петли лицевые вяжу по кругу. В принципе, можно провязать 6 рядов, да, потому что, вы знаете, лицевая гладь, если вязать полотно лицевой гладью, да, то края закручиваются. То есть вот у нас получается вот такой вот валик, или как мы его называем, рулик. Вот. Я провязываю 8 рядов. Кто может, кто хочет, может провязать 6 рядов, то есть он будет такой немножко потоньше. Кто хочет, чтобы он был чуть-чуть покруче, пошире валик, то тогда можно провязать рядов 10. Есть еще один вариант. Можно провязать точно такую же рюшу, только немножко по высоте сделать ее покороче. То есть у вас будет как бы две вот так вот рюши, одна под другой. Тоже такой интересный вариант. Итак, провязываю 8 рядов лицевой глади. Сформировала валик, отвязала 8 рядов. Вот видите? Все. И у нас полотно скручивается в валик. И сейчас, девчата, у нас самый сложный такой этап. Нам нужно соединить рулик, вернее рюшу и валик. Располагаем, посмотрите, вот таким образом. Вовнутрь валика вставляем рюшу. И сейчас будем провязывать вместе петли валика и петли рюши. Да, здесь, конечно, немножко неудобно, но надо будет нам как-то с вами... Так, здесь я спицу вытащу, чтобы мне было удобно. И приступаем к соединению. На первой спице у нас петли валика и на второй спице петли рюши. И провязываем их вместе. Берем петлю валика, петлю рюши разворачиваем и провязываем вместе. Все, вот таким образом. И снова петлю валика, петлю рюши разворачиваем и провязываем вместе. Если кому неудобно, можно на одну спицу перекинуть поочередно петля рюши, петля валика, петля рюши, петля валика. И затем провязывать их по 2 вместе с наклоном вправо. Здесь смотрите, кому как удобно. Итак, 2 петли вместе, петля валика, петля рюши и вместе провязываем. Петля валика, петля рюши. Я их разворачиваю и провязываю вместе. Все. Вот так у нас вот что с вами получается. Итак, вяжем, девочки, до конца ряда. Соединяем валик и рюшу. Еще один вариант провязывания этих 2 петель. Смотрите, можно петлю рюши со второй спицы перекинуть на первую спицу и провязать эти 2 петли вместе. Вот так. Мне кажется, это даже будет намного удобней. Петлю рюши перекидываем на первую спицу и вместе с петлей валика провязываем вместе. Вот таким образом. Немножко, конечно, неудобно, но красота требует жертв. И вот так у нас получается. Закончила я провязывать по 2 петли, то есть соединять валик и рюшу. И вот что у меня получается. Вот так. Ниточек, конечно, здесь хвостиков достаточно, но мы их спрячем в конце вязания. И теперь переходим к вывязыванию паголенка и вяжем по схеме узора. Первый ряд раппорта узора. Провязываем 3 лицевых петли. 1, 2, 3. Затем 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо за правые стеночки.
2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном влево, я провязываю протяжкой, и 3 лицевых, 1, 2, 3, и изнаночная петля у меня. Все. Вот мои 16 петель, это раппорт узора. И далее продолжаем до конца ряда. Второй ряд провязываем 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо, подхватили за правые стеночки, затем 2 лицевых, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевых и изнаночная петля. Все, провязали раппорт узора. Далее также вяжем до конца ряда. Третий ряд, 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая и изнаночная. Все. Дальше вяжем таким же образом до конца ряда. Четвертый ряд. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном влево, изнаночная. И далее продолжаем до конца ряда. Провязали с 1 по 4 ряд. У нас получается вот такие как бы, да, лепесточки вправо и влево направленные. Теперь вяжем точно так же, повторяя с 1 по 4 ряд. По схеме узора, если будете смотреть, это будет с 5 по 8. Повторяем то же самое. И с 9 по 12 ряд. То есть у нас с вами получается, девочки, вот такие вот 3 лепесточка. Видите? 1, 2, 3. Вот один мы с вами связали, и еще надо связать 2. И все, и уже в 13 ряду мы с вами встретимся. Отвязали 12 рядов. Вот у нас получается 1, 2, 3 лепесточка. Все, переходим к 13 ряду. В 13 ряду делаем сначала накид, затем провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Затем 3 центральных петли провязываем вместе. Здесь можно провязать, либо взять их и 3 вместе провязать, да, как бы с наклоном влево. Но я провязываю следующим образом, чтобы у меня шла центральная вот здесь вот лицевая петля, как бы по центру. Первые 2 петли за правые стеночки я снимаю на правую спицу, третью провязываю, а затем аккуратно протягиваю ее через 2 снятые. То есть у меня получается, посмотрите, вот такая петля. Вот такая петля у меня получается. Все. Дальше провязываю 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид.
2 петли вместе с наклоном вправо, накид и изнаночная. Вот получается у нас 13 ряд нашего раппорта узора. И также вяжем до конца ряда. Следующий ряд 14 провязываем так, как лежат у нас петли. Лицевые провязываем лицевыми, изнаночные провязываем изнаночными, накиды провязываем лицевыми. 15 ряд. Первая у нас будет лицевая, накид, затем 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3 и 3 центральных петли провязываем вместе. Первые 2 снимаю, третью провязываю и протягиваю через первые 2 снятые. Все, провязала. 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 1 лицевая и изнаночная. Все. И так далее до конца ряда. Отвязали 15 ряд, 16 ряд вяжем так, как у нас лежат петли. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночную провязываем изнаночной и накиды провязываем также лицевыми. Итак, 17 ряд. Первые 2 у нас лицевых петли. Делаем накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 2 лицевых, 3 центральных петли провязываем вместе. Первые 2 петли я снимаю на правую спицу, третью провязываю и протягиваю ее через снятые. Все, провязали. 2 лицевых, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевых и изнаночная. Все, это у нас с вами 17 ряд. Провязали 17, продолжаем до конца ряда и 18 ряд вяжем так, как лежат у нас петли. 19 ряд провязываем 3 лицевых, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 3 центральных петли провязываем вместе, первые 2 снимаем, третью провязываем и протягиваем через снятые аккуратненько, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевых и изнаночная. Далее продолжаем до конца ряда. Следующий ряд вяжем так, как лежат у нас петли. 21 ряд провязываем 4 лицевых, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 3 центральных петли провязываем вместе, 2 снимаем, третью провязываем и протягиваем через снятые, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 4 лицевых, изнаночная. Все, вяжем до конца ряда и следующий 22 ряд провязываем так, как лежат у нас петли. 23 ряд провязываем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая, вот где у нас была центральная, да, теперь у нас 1 просто лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид и 5 лицевых. И замыкающая последняя у нас изнаночная.
Все, дальше повторяем до конца ряда, и 24 ряд вяжем так, как лежат у нас петли. 25 ряд – это последний лицевой ряд в раппорте узора. Итак, провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 3 центральных петли провязываем вместе. Первые 2 снимаем. Третью провязываем и протягиваем через снятые. Накид и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И изнаночная петля. Все, вяжем до конца ряда. И следующий 26 ряд вяжем все петли по рисунку. Девочки, смотрите, 26 ряд, да, последний. Вот я довязываю до конца последние 2 лицевых петли, и у меня остается 1 изнаночная. Вот эту изнаночную петлю я перекидываю на первую спицу. Для чего? Для того, чтобы, так как я сейчас буду вязать стенку пятки, у меня была симметрия, да? То есть у нас будет начинаться с 1 изнаночной петли ряд и заканчиваться 1 изнаночной петлей. Все, то есть у меня было 32 петли, сейчас у меня их 33. И вот на этих петлях я начну вывязывать стенку пятки, стеночку пятки. Так, теперь здесь вы стенку пятки можете вязать так, как вам удобно. Я вяжу укрепленную стеночку пятки, причем в лицевом ряду я первые 2 петли и последние 2 провязываю лицевыми, а в изнаночном ряду первые 2 и последние 2 я просто снимаю. А так, в принципе, стандартная укрепленная пяточка. Первый ряд пятки я буду провязывать вот этой нитью, основной нитью, а по изнаночной стороне уже перейду на светлую нить. Итак, начинаем вязать стенку пятки. Еще, девочки, смотрите, я провязала паголинок всего в высоту 1 раппорта. Кому интересно повыше носочек, то вяжем еще, да, то есть так, как вам необходимо. У меня будут такие укороченные носочки. Итак, первые 2 петли я провязываю лицевыми и вяжу следующим образом: лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. И так вяжу до конца ряда, и последние 2 петли провязываю также лицевыми. Провязала первый ряд. Все, теперь я отпускаю основную нить, я ее не обрезаю. И первый ряд пяточки, как я уже сказала, провязываю основной нитью, для того, чтобы мне ее не обрезать. Все, разворачиваю вязание на изнаночную сторону и беру светлую нить. Присоединяю светлую нить. Первые 2 петли я снимаю. И дальше все петли я провязываю изнаночными. Вяжу так до конца ряда, и последние 2 петли я также буду снимать. Осталось у меня 2 петли, нить перед работой, и я также их снимаю. Все, разворачиваю вязание на лицевую сторону и продолжаю вязать стенку пятки. Ниточка, в принципе, нам основная мешать не будет, если кто вяжет так же, как я. Все, девочки, дальше вяжем стенку пятки, повторяя первый и второй ряд на необходимую вам высоту. У меня это будет 32 ряда, так как у меня на спице 32 петли. Да, изначально было до добавления 1 изнаночной. 32 ряда вяжем высоту стенки пятки. Затем формируем чашку пятки. Вот у меня чашка пятки сформирована методом подкова. Кто не знаком с этим методом, у меня есть видео, ссылочка на это видео я оставлю в описании под
видео, а также оставлю подсказочку. Все, девчата, вяжем стенку пятки и также чашку пятки. А затем я покажу, как я начинаю вязать основную часть и клин подъема. Отвязала стенку пятки, отвязала чашку пятки, провязала петли чашки пятки, разделила пополам. Здесь у меня получается неровное количество петель, то есть нечетное. Разделила пополам 10 петель и 9 петель. Повесила маркер, это у меня будет начало ряда. Все, теперь поднимаем петли вот из этой косички, которая у меня сформировалась. Я поднимаю петли по краю стенки пятки. Так как у меня 32 ряда, я поднимаю 16 петель. Начинаем поднимать, девочки, вот с самой первой петли. Вот у меня будет вот эта самая первая петля. Так, надеюсь, будет всем видно. Так, постараюсь сейчас я вам показать. Итак, вот она петля. Я поднимаю за 2 дольки. Вот у меня будет одна петля. Теперь следующая петля. Вот она. Вот она. Поднимаю. Вторая. Следующая петля. Третья. Четвертая. И так далее. Я поднимаю 16 петель. Подняла 16 петель. Вот. Теперь смотрите. Вот у нас основная нить, которую мы не обрезали. Вот сейчас мы продолжим вязать этой основной нитью. Именно для этого я и провязывала первый ряд стенки пятки основной нитью. Обрезаем розовую нить, то есть нить, которой я вязала пяточку. Оставляю кончик, чтобы мне его потом спрятать. Все, и продолжаю вязать уже основной нитью. Все, кончик у меня вот получается здесь 2 кончика. Убираю и продолжаю вязать основной нитью. И здесь я подниму еще одну дополнительную петлю на нижнюю часть. Посмотрите, вот эта изнаночная петля, изнаночная, она ушла у нас в стенку пятки. И дабы, чтобы у нас не было вот здесь вот дырочек, мы сейчас поднимем еще из нее одну петлю и отдадим ее на нижнюю часть. Для этого я использую крючок. С помощью крючка. Кто смотрел мои видео, они знают, что я пользуюсь именно таким способом. Ввожу вот в эту петлю. Вот у нас изнаночная, да, была петля в предыдущем ряду. И сзади подхватываю ближнюю дужку петли и через них протягиваю рабочую нить, то есть вытягиваю петлю и одеваю на спицу. Все. Вот видите, здесь у нас такой крупной дырочки уже не будет. Здесь у нас петли подтянутся, и вот так вот это выглядит. Все. Теперь я перехожу на внешнюю сторону. Переходим на внешнюю часть стопы. И будем продолжать вывязывать узор. Это у нас будет первый ряд по схеме узора. Узор вместе с вами я уже вязать не буду, будете вязать самостоятельно. Смотрите, у нас начинается с одной лицевой и заканчивается одной лицевой. В данный момент у нас с вами здесь 31 петля, так как одну изнаночную мы отдали на стенку пятки. Но мы поднимем сейчас по одной петле в начале и одну изнаночную петлю в конце. Буду я их поднимать из протяжки, провязывать, вернее, буду провязывать из протяжки. Вот у нас протяжка. Я накидываю вот таким образом и провязываю, аккуратненько провязываю изнаночной петлей. Все, подтянула.
Дальше вяжу по схеме узора до конца ряда. Провязала до конца ряда. И сейчас я из протяжки провяжу еще одну изнаночную петлю. Итак, протяжку вот подняла протяжку, чтобы вот здесь вот стеночка была передо мной левая, и за нее провязываю изнаночную. Все. То есть у нас сейчас здесь 33 петли. С изнаночной начинается и изнаночной заканчивается. То есть эти петли у нас будут границей между верхней частью и нижней частью стопы. Все, переходим дальше к стенке пятки и аналогично поднимаем петли. Сначала я поднимаю дополнительную петлю вот из этой изнаночной петли с помощью крючка. Так, беру и сзади подхватываю ближнюю к себе стеночку. Вот так. И провязываю. Все, вытянула петлю, одеваю на спицу. И дальше из дорожки по краю стенки пятки я поднимаю 16 петель. Подняла 16 петель. Теперь до маркера начала ряда я провязываю все петли чашки пятки. Следующий ряд я по нижней части стопы провязываю всегда все петли лицевыми. Внешнюю сторону вяжем по схеме узора. Провязали второй ряд, дошли до маркера начала ряда и начинаем третий ряд. С третьего ряда мы начинаем формировать клин подъема стопы. Формируем мы следующим образом. Путем убавления петель по нижней части стопы, то есть по подошве, да, в начале и в конце. Убавляем петли через ряд. То есть сейчас я в третьем, в нечетном ряду буду делать убавку. Следующий четвертый ряд четный провязываю все петли лицевые. Итак, от маркера начала ряда провязали все петли, оставили 3 петли. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. И следующую петлю я буду провязывать скрещенной. Мне так нравится, как выглядит скрещенная петля. Вы можете провязывать просто лицевой петлей. Все, переходим на внешнюю сторону и вяжем по схеме узора. По внешней стороне, девочки, не забываем, что у нас начинается с одной изнаночной и заканчивается одной изнаночной. Все, провязали внешнюю сторону и переходим на нижнюю часть стопы и делаем следующую убавку. Первую петлю я провязываю скрещенной. Здесь смотрите сами. Кто-то, может быть, просто будет лицевой провязывать. А вторую и третью я провязываю вместе с наклоном влево. Вот таким образом. Все. И дальше все лицевые петли до маркера начала ряда. Дошли до маркера начала ряда. Провязали третий ряд, да, закончили. И далее четвертый ряд. Четвертый ряд мы провязываем по стопе все петли лицевые, а по внешней стороне носочка, да, по внешней части стопы провязываем по схеме узора. И таким образом мы делаем убавки и формируем клин подъема, пока у меня на нижней части стопы не будет такое же количество петель, как и на внешней части. На внешней части у меня 33 петли. То есть здесь я должна остановиться, когда у меня на одной спице будет 17 петель, а на другой спице будет 16 петель. Итого 33 петли. Все, провязали, сформировали клин подъема. У нас с вами по стопе 33 петли. По внешней части также 33 петли. И дальше вяжем на необходимую длину стопы. Размера 36-37 я провязала 2 полных раппорта. Это 52
ряда. И вот здесь еще дополнительно, так как нецелесообразно начинать уже следующий раппорт, я провязала просто 6 рядов лицевой глади. 4 ряда основной нитью и 2 ряда нитью розового цвета. А затем уже перехожу к формированию мыска. Смотрите, кто вяжет для размера 38, конечно, целый раппорт вязать, это будет очень длинный носок. Вот здесь вот я вам предлагаю вот такой выход. Вот посмотрите, у нас узор состоит вот из таких 3 элементов, да, как лепесточки. Здесь вы можете провязать, допустим, либо 2 элемента, третий не вязать, и вязать верхнюю часть вот этого узора, либо 1 элемент. Еще один момент, девочки, смотрите, вот здесь у нас во втором раппорте узора, начиная с 15 ряда, я не провязываю последнюю изнаночную петлю вот в первом раппорте узора. Провязала только в 13 и в 14. В 13 я ее провязываю, потому что у нас здесь идет в конце раппорта накид и изнаночная. И в начале раппорта мы также делаем накид. Здесь я ее провязала, и также в 14 ряду. С 15 ряда я провязываю все петли лицевые. То есть вместо изнаночной я провязываю лицевую петлю. Я так думаю, что вот здесь дорожка из изнаночных петель будет не очень красиво смотреться, да? Поэтому я решила провязать ее лицевой петлей. Для 36 размера я думаю, что 52 ряда, то есть 2 полных раппорта будет достаточно. Все, дальше я перехожу к мыску. С вами я дальше вязать не буду, потому что у меня много уже видео по вязанию носков, и я везде показываю, как провязываю, формирую мысок. Здесь я вам просто расскажу, если кому интересно, можно перейти на другие мои видео по вязанию носков и посмотреть, как я вяжу, формирую сам мысок. Итак, смотрите, девочки, у нас с вами маркер начала ряда по центру нижней части стопы. Я его переношу на левую сторону, да, левее. То есть провязываю все петли лицевые оставшиеся и вешаю вот здесь вот маркер начала ряда. И начинаю формировать мысок. Мысок я формирую путем убавления петель по верхней части, справа и слева, то есть в начале спицы и в конце спицы, и также по нижней части, в начале и в конце. То есть в одном ряду я убавляю 4 петли. 2 петли по верхней части и 2 петли по нижней части. Каким образом? Первую петлю я провязываю, так вот я начала уже убавлять, вот здесь вот смотрите. Первую петлю я провязываю лицевой, следующие 2 петли я провязываю вместе с наклоном влево. Далее вяжу петли, не довязывая 3 петли. Первые 2 провязываю вместе с наклоном вправо и лицевая петля. И то же самое на второй спице, то есть на нижней части стопы. Следующий ряд я провязываю все петли лицевые, то есть я делаю убавление через ряд. И так я провязываю 6 раз. 6 раз через ряд я убавляю. И дальше 5 раз в каждом ряду. В каждом ряду. Все. У меня остается 22 петли по 11 петель. 11 петель на верхней части и 11 на нижней. И я сшиваю трикотажным швом. Кто не знаком с трикотажным швом, я вам оставлю ссылочку на видео и также оставлю подсказку. Все, здесь ничего сложного нет. И вот так вот у нас с вами такой мысочек получается. Все, прячу кончики по изнаночной стороне. И носочек у нас готов. Далее проводим влажно-тепловую обработку, то есть стираем носочки. Стираю я всегда в теплой воде. Выжимаю, промакиваю в полотенце и сушу на блокаторах. И получается вот такая вот красота. Надеюсь, данный мастер-класс оказался для вас полезен, и вы свяжете красивые ажурные носочки с рюшами. Всем творческих успехов, дружных спиц и веселых петелек. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.